Безусловно, Кольский полуостров – уникальное место, где тайга встречается с тундрой, дно ледяного моря, поднимаясь лесистыми берегами, превращается в молчаливые горы, а полночное солнце всегда побеждает полярную ночь. Но Арктика – это не только поэзия сиреневых сумерек над бесчисленными озерами, спящими среди древних камней. Есть еще обычная жизнь со своими мелочами, особенностями и, конечно, трудностями. Сегодня расскажу о 5 вещах, без которых не представляю своего лета на Кольском. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата – история о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Всем добро пожаловать за полярный круг! Лето на Кольском – отличное время для путешествий и всевозможных активностей на природе, поскольку, вопреки сложившемуся стереотипу, летом в Арктике тепло, бывает даже жарко. О распространенных и ложных мифах о Кольском я рассказывала по ссылочке тут. Да еще пара месяцев незаходящего солнца дает массу времени для любых мероприятий. Но у лета на русском севере есть одна особенность, о которой стоит помнить всегда, иначе отдых может превратиться в борьбу за выживание. Отсюда и первая важная вещь в летнем путешествии по Кольскому полуострову – это защита от насекомых. Кто-то может отмахнуться и сказать, что это мелочи, совсем несущественно, можно потерпеть, да я вообще их не замечаю. Но поверьте, если вы не были на севере летом, вы не знаете, что такое комары. Вы, считай, не встречались с мошкой и не видели, кто такие слепни и оводы. Количество гнуса здесь просто феноменально, хотя и варьируется от года к году и зависит от местности. Самое благоприятное время – начало июня, пока не вылетел комар, нет слепней и мошка не кусается. А дальше до сентября предстоит сущий ад. Близость к морю и сильный ветер немного спасают, а вот жара, напротив, хороша для мошки, которая обожает кольские речки и озера меж высоких берегов, проникает повсеместно и кусается больнее. Если в лесу становится невыносимо от слепней, стремящихся почти равномерно покрыть все тело, значит, где-то рядом крупные животные – лосиное семейство или стадо оленей. Вся эта гнусная мелочь может стать действительно серьезной проблемой на прогулке, сплаве или рыбалке, поэтому головной убор с накомарником, закрытая одежда и различные репелленты всегда должны быть при себе. Для лагеря на природе немного помогают суровые газовые антимоскитные приборы, но хватает их ненадолго и рассчитывать только на них не стоит. Есть и хорошая новость. На Кольском совсем нет клещей. Они просто не выживают в здешних низких температурах. Единичные случаи встреч отмечены только завозными экземплярами. Следующая вещь, без которой летом на Кольском не обойтись – теплые вещи. Ну вот, подумаете вы, только что рассказала, как там тепло, а теперь вдруг предлагает одеваться теплее. Но все же мы говорим об Арктике, и то, что летние температуры там достаточно высоки – приятная особенность именно Кольского полуострова. Территории Крайнего Севера, расположенные на тех же широтах восточнее, значительно холоднее. На Кольском помогает теплое течение Гольфстрима в Баренцевом море, да и вообще тот факт, что он омывается океаном, пусть и северно-ледовитым, делающим температуру более стабильной. По моим личным наблюдениям, в основном лето здесь радует температурой около 20 градусов, случается и жара за 25, но бывает, конечно, и прохладно. Однако, как известно, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Чтобы ничто не омрачало впечатление от природы Кольского заполярья, летом, как и зимой, всегда беру с собой флиску и компактный пуховик. В комплекте с рядовой непромокаемой курткой они гарантированно обеспечивают комфорт в путешествии. В качестве третьей составляющей в летний комплект для путешествий по Кольскому нужно не забыть о почти противоположной предыдущему пункту вещи, а именно защите от солнца. Да-да, не стоит легкомысленно предполагать, что если вы едете на север, то вас ожидают только угрюмые каменные пейзажи под свинцовыми тучами. Летом на Кольском полярный день, о котором рассказывала по ссылочке тут.
Это означает, что Солнце не опускается за горизонт и ходит по небу по кругу, и день длится постоянно почти 3 месяца. И Солнце это вполне себе летнее, ласковое, а порой и палящее. Так что солнцезащитные очки и крем – абсолютно необходимые вещи на Крайнем Севере. Звучит довольно странно, но все же это факт. Особенно это важно на рыбалке и сплаве, когда при долгом пребывании на воде может не так ощущаться жар, но нужно особенно беречь лицо и руки. Следующая немаловажная часть – удобная и подходящая обувь. Но это же очевидно, когда речь идет о путешествии, скажете вы. Но тут надо иметь в виду, что Кольский действительно очень разнообразен и ни на что не похож своей природой. Здесь болотистые, пропитанные водой мхи перемежаются с скальными породами, а нагромождение камней соседствует со сплошными песками. Поэтому только резиновыми сапогами или исключительно кроссовками здесь не обойтись, разумеется, в зависимости от выбранного маршрута. Оптимальным выбором стали трекинговые ботинки, причем желательно чуть завышенные, которые не промокают на закрайках болота или во время дождя и не скользят по камням. Наконец, пятое. Стоит отдельно упомянуть забродную экипировку. Те самые пресловутые вейдерсы – полукомбинезоны специального материала и забродные ботинки, которые позволяют заходить прямо в воду и при этом не намокать. Конечно, в первую очередь забродники незаменимы для ловли рыбы в воде или длиннохлыстовой рыбалки, но на самом деле мне здесь, на Кольском, в них очень удобно почти при любой активности на природе. Катание на лодке, они позволяют не промокнуть и пришвартовать лодку в любом месте, где не чересчур глубоко. На рыбалке можно не переживать, что они окажутся мокрыми и все в рыбе. После их достаточно помыть прямо из шланга. На квадроцикле защитят от грязи. В них не жарко за счет мембраны, а термобельем можно регулировать степень их холодоустойчивости. Конечно, это не предмет первой необходимости при однократной поездке. Там достаточно любой непромокаемой одежды, но при любви к активному отдыху в дикой природе незаменимая вещь. И, конечно, последний пункт, стоящий особняком, но, пожалуй, самый важный летом на Кольском полуострове. Это собственная любознательность, готовность и стремление увидеть и узнать нечто новое. Ведь заранее, не предполагая в Русском Севере ничего, кроме плохой погоды и унылых пейзажей, можно упустить нечто действительно важное. Не только для одного конкретного путешествия, но и для всей жизни. А именно скрытую красоту. Иногда в мелочах, иногда в чем-то большем. Единственную в своем роде, которую мир хранит только для тех, кто готов ее увидеть.